Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам про 3 частых типа женщин в отношениях. Ко мне часто приходят женщины, рассказывают о своих семейных каких-то трудностях. Я наблюдаю изнутри, как устроены отношения у разных людей. И замечаю 3 частых, ярко выраженных. Вы можете заметить, что у вас есть что-то от одного типа, что-то от другого. То есть иногда это миксуется. Вы можете не согласиться со мной, сказать, что нет, а я какой-то другой 4-й тип уникальный, да. Вот у меня еще такое есть. Тогда, пожалуйста, обязательно напишите это в комментарии. Я с радостью с вами это обсужу, потому что я говорю о 3 часто встречающихся, да. Помимо этого, может быть, еще очень много интересного. Отношения, они такие уникальные и разные. Итак, первый частый тип в отношениях. Про него говорят мужчины очень много, потому что он очень обижает мужчин. Такое отношение женщины мужчину обижает. Ну и логично, вы сейчас поймете почему. Давайте назовем это словом одним, дадим этому название. Меркантильная. Она же может называться словом манипулятор. Ну потому что, чтобы добиваться меркантильных целей, то есть все время получать что-то от мужчины, как от мужчины своего, например, какую-то выгоду, финансовый, чтобы он подарки дарил. Как бы сделать так, чтобы он отвез меня на Мальдивы? Как бы сделать так, чтобы он наконец-то купил мне этот новый iPhone, который вышел? Как бы сделать так, чтобы он захотел поменять мне машину? Чтобы это получать от мужчины, ей приходится прибегать к манипуляциям. И они, как правило, этому типу женщин достаточно хорошо даются. Потому что такая женщина выросла в семье, где была именно эта модель потребительского отношения между родителями. Родители в этом случае ярко выраженные манипуляторы. Один, кто-то или оба. И тогда ребенок, естественно, растет в такой семье и сам того ничего не делая, не стараясь, обучается манипулировать людьми. Есть такое понятие зеркальные нейронные связи. Это когда ребенок маленький растет рядом с мамой и папой, он не задумывается, он не учится повторять их поведение как-то специально. Но нейронные связи ребенка так настроены, что они зеркалят поведение родителей. То есть эта женщина-манипулятор, она же меркантильная может быть, да? И давайте теперь про плюсы и минусы этого типа. Я каждый тип разберу через плюсы и минусы, потому что плюсы есть даже у самых ужасных людей. Вот поверьте мне, всегда можно найти плюсы. Это замечательное качество, собственно, во всем видеть одновременно и плюсы, и минусы. Какие же мы плюсы можем найти у меркантильной женщины? Согласитесь, задача-то непростая. Один очень большой плюс. Ей легко управлять. Она очень предсказуема. И тогда, если у мужчины есть ресурс, источник, чем ее меркантильность кормить, если мужчина любит делать подарки, если у него есть для этого деньги, он постоянно ее снабжает, ее вот этот аппетит постоянно кормит, то у них могут быть очень даже гармоничные, хорошие, правда, и по-своему для них счастливые отношения долгие годы. Проблем нет. И с такой женщиной проще. Ей надо, казалось бы, не так много. То есть материально это может быть много, но это очень предсказуемые и понятные вещи. Вы же знаете, правда, лучше меня, что иногда подарками откупиться проще. Вы знаете, если у тебя есть деньги, то подарками откупиться проще, чем эмоционально любить человека. Так делают, например, родители с детьми. Те самые родители, которые часто где-то в командировках, поездках, актеры, например, да, которые практически не живут дома, там, певцы. Что часто делают такие родители? Приезжают с подарочками и любовь обменивают на покупки. Потому что это технически, душевно очень легко, если у тебя есть возможности. Соответственно, с такой женщиной легко. И вы иногда смотрите, возможно, на пары, где видите ярко выраженный тип такой женщины. И думаете, а мужчины рядом с такими очень часто, кстати, интересные, завидные женихи. И вы можете смотреть и думать, ты как вообще с ней связался? Неужели ты не видишь, что она потребительски к тебе относится? А ему нравится. И вы думаете, блин, ничего не понимаю в этой жизни. Чувак, ты что, опомнись, почему тебе нравится это? Ты же просто покупаешь ее
любовь, так скажем, ну потому что она по-другому не может, это ее форма любви. И мужчине, правда, это подходит. Он с другой, с душевной просто не сможет. Вот в том состоянии, как есть он сейчас. Почему? Что скрывается у мужчины? Давайте разберем. Как мужчина вообще притягивается на такое? И им нравится тем, которые притягиваются. Там внутри этого мужчины очень неуверенный в этот момент человек. Это не значит, что он тотально всю жизнь неуверенный, но вот когда ему нравится такой тип женщин, он заходит туда через свою частичку неуверенности. Он не уверен, что он может нравиться таким, какой он есть, не делая какие-то подарки. Он не уверен, что он может быть интересен такой, какой он есть, не делая чего-то сверхъестественного. Ему проще играть по этим понятным обоим правилам, таким образом покупая ее любовь, потому что по-другому там нужно очень душевно открываться, а он закрыт, у него очень много недоверия. Или к миру в целом, или к людям только, или конкретно к женщинам, возможно. Да? То есть там разные варианты. Все эти 3 варианта возможны. Но фоном звучит недоверие. И тогда, если я не доверяю, а отношения я хочу, я могу выбрать вот эту форму. Она с точки зрения эмоциональности более простая. Какие же минусы у этого типа женщины в отношениях? Они очень очевидные. Это потребительское отношение. То есть партнер в этом случае выполняет роль функции. Твоя функция — обеспечивать исполнение моих материальных желаний. Потребительское отношение, закрытое сердце, нет душевности. Она не позаботится, ей будет, возможно, все равно, он с работы пришел голодный или нет. Как у него со здоровьем, а нужна ли ему какая-то поддержка. Может, он хочет про какие-то дела, которые стрессом сейчас являются в его жизни, просто поговорить и разделить это с близким человеком. Там будут в ответ стеклянные глаза, отключка, потому что все потребительские отношения, они случаются там, где эмоциональность заморожена, где в эмоции входить страшно, где страшно открыться эмоционально, быть уязвимым, а вдруг тебя туда пнут. Есть такой опыт в прошлом. И, конечно же, от потребительского отношения рано или поздно люди устают, потому что когда-то все-таки захочется душевности, и ты обратишься к партнеру за ней, а там холод, там льдинка, там только дай, дай, дай. Что думаете по этому поводу? Поделитесь в комментариях. Интересно ваше мнение. Наблюдали ли вы такие пары? Когда вы их видели, какие вопросы у вас возникали в голове? Что вы думали о них? Расскажите. Второй тип. Заботливая. Она же терпеливая. Как правило, та, которая заботливая, она очень терпеливая. Очень часто это сочетается. Вот тут душевность, казалось бы, да, она же заботится, она ей накормит 20 раз и побеспокоится, чтобы у тебя одежда была чистая, и гостей позовет, и всегда им будет рада, и все уберет, и детей на себя возьмет. То есть такая прям очень-очень заботливая, как будто все женские дела выполняет хорошо. И посочувствовать кажется, что может. Но здесь ключевое слово «кажется». На первый взгляд кажется, что если мы видим, что человек делает действия заботы, что он как будто душевно, эмоционально откликается. Эта женщина может выглядеть так: мне ничего не надо. Мужчина ей хочет сделать подарок, а она: да не надо. Цветы принесет, она будет искренне радоваться этому. То есть ей очень внимание приятно, но сама никогда не попросит. А если он за 10 лет брака забудет ей носить цветы, там, не знаю, на 6-й год, да, перестанет носить и 4 не будет носить, она не напомнит, потому что ей вроде как неудобно. Она очень заботливая и терпеливая. Очень часто именно такие женщины терпят измены. Муж начинает изменять, они делают вид, что не знают. Почему? Потому что терпеливая. И казалось бы, вот здесь так много плюсов. Ну какие плюсы? Она будет технически, вот все, что физически делать, ассоциируется, что у нас с заботой, она будет это делать для своего мужчины. Еду варить, дом убирать, стараться, вот прям закрыть все пунктики идеальной жены. Захочешь секс с ней, она, скорее всего, постарается сделать так, чтобы она тоже как-то его захотела. Захочешь есть, она тебе это организует или предложит куда-то сходить. Кажется, что все хорошо. Потому что физические дела, функции, физические заботы ей будут закрыты. Где-то накосячишь, она стерпит.
То есть тут, знаете, уровень ответственности снижается. Перестает мужчина бояться где-то накосячить, что-то не так сделать или обидеть, потому что он уже знает, что его скандал не поднимет, она стерпит. Ну, понятно, что там тоже есть какая-то точка накипания, что она уже терпеть не будет, да, но вот эта граница дозволенности получается достаточно широкая, и мужчина мужчина начинает меньше думать о том, чтобы партнерше было с ним хорошо. А какие же минусы у этого типа? Очень яркий один минус. С первого взгляда он не заметен, но он есть. На самом деле человек, который очень много заботится о других и даже забывает позаботиться о себе, он не в контакте. Эмоционально его на самом деле там нет. Вот эта потребность заботиться о других – это убегание от самого себя и убегание от того, чтобы быть на самом деле в близости с человеком. Тот, кто забывает о своих интересах, кто угождает другим, где-то забивая на себя, этого человека на самом деле душевно, по-настоящему в моменте общения нет. У него те же самые а-ля стеклянные глаза, что в первом меркантильном, да, плане. Только здесь, может быть, это форма не стеклянных глаз, какой-то закаменелости. Это будет скорее суетливость. Вы знаете, жить очень долго с таким суетливым человеком на самом деле тяжело. Устаешь. Почему? Потому что это опять-таки маска, это искусственность. Это не на самом деле человек. То есть при всей этой, казалось бы, приятной заботливости на самом деле чувствуется нагрузка, чувствуется, что что-то не то, чувствуется, что тебя на самом деле нет рядом со мной. У тебя какой-то пунктик обо всех позаботиться. То есть и мужчинам сложно. Вот там чаще всего начинают либо изменять, либо пить. Ну, опять-таки, в эти отношения заходят и их выдерживают мужчины, склонные в дальнейшем к изменам, либо к алкоголизму. Это не то, что зашел такой идеальный, да, здоровый, без травм, не склонный, и она его таким сделала. Конечно же, нет. Но тут с такой женщиной выжить может мужчина, обычно склонный к этим вещам. И женщина будет терпеть. И мужчине очень сложно, потому что он вроде делает какие-то вещи социально неодобряемые. Жена его всем со стороны кажется идеальной, и он чувствует себя еще больше плохим, потому что его никто не научил замечать, что если для тебя угождают, все делают, то на самом деле эмоционально человека с тобой нет, и ты можешь тоже как бы, знаете, бить сигнал тревоги. Партнерша, подожди, жена, остановись, тебя нету. Ты мне нужна, я хочу близкого человека, но ты все суетишься и всем подтираешь попки и стараешься всем угодить. То есть это очень тяжело и социально одобряемо, и в этом еще сложнее. Интересно, что же за третий тип? Третий тип – это сильная женщина-достигатор. Плюсы с такой женщиной. С ней не пропадешь. С ней семья всегда как корабль будет держать курс по направлению в развитие. Она продумает заранее все, что может быть плохого, и найдет заранее ходы, как не попасть в это плохое. Она очень надежна, как правило, стабильна. Но здесь очень много минусов. Каких? Мужчина выдерживает такую женщину обычно только слабый, кто слабее. Потому что два сильных рядом будет тяжело. Мужчине нужно быть в некоторых моментах, не во всех, в некоторых, чувствовать себя сильнее женщины, чтобы проявлять эту мужественность, что я взял на себя ответственность за это, и ты подожди, если я взял, то я полностью покрываю эту ответственность. Это вот то, как раз чего хотят женщины, да, и не понимают, почему же не получается. Потому что если мужчина берет на себя ответственность, то тогда нужно дать ему возможность быть свободным в рамках этой ответственности, довести дело до конца и показать результат. И тогда нужно его не контролировать, не проверять, доверять заранее и быть готовой к тому, что если он не сделает хорошо, то это нормально. Потому что в идеальной картинке мира, если ты берешься, отвечаешь за что-то, то ты обязан сделать это идеально. А в реальной жизни
Все люди имеют право на ошибку. Ошибки – это нормально. И ошибки нужно воспринимать лишь как момент обучения. Я здесь ошибся, я сейчас проанализирую, что я сделал не так, в следующий раз сделаю лучше. И не факт, что со следующего раза у меня тоже получится. Может быть, мне нужно будет сделать много ошибок, чтобы научиться. И хватит ли у женщины здесь терпения дать мужчине возможность взять эту ответственность? Ведь очень часто женщины, в них включается гиперконтролер. Почему? Потому что или мама, или папа были сильными гиперконтролерами. И опять-таки на уровне этих зеркальных нейронных связей ребенок с раннего детства перенял эту черту себе. И тогда женщина дает ему ответственность. Да, давай, это твоя ответственность. При этом она постоянно наблюдает, патрулирует. Сильные особенно. Сильные как раз-таки гиперконтролеры часто сильные становятся. Так. А ты, по-моему, не справишься. Вот я вижу, ты тут уже лажаешь, и значит, я должна вмешаться и намекнуть тебе, что ты тут не прав. Или прямо открытым текстом сказать, ты что это делаешь не так? Понимаете, то есть женщины часто не умеют давать мужчине вот это пространство для проявления его мужественности. Почему? Потому что росли с гиперконтролирующей мамой или с гиперконтролирующим папой. И если он оказался важной фигурой, и девочка много от него переняла, то она тоже берет этот гиперконтроль. И тогда с ней рядом может выдержать только слабый мужчина, которому окей, что она больше проявляет мужские функции, потому что он изначально слаб. А слаб он, что это значит? Он не верит, что он может справиться с чем-то и даже не пробует. Почему? Потому что в детстве его очень сильно ругали за ошибки. Потому что в детстве его родители не заложили ему фундамент в виде «сынок, ты молодец, что ты стараешься, у тебя один раз не получилось, здорово, попробуй подумай, а что сделал чуть-чуть не так, что можно было иначе, и тогда, может быть, получилось бы лучше». Да? То есть его не научили родители учиться на своих ошибках без осуждения, без того, чтобы его ругать или как-то принижать. И так получается условно тот самый слабый мужчина, кого в обществе так называют. Да? На самом деле я использую с вами в этих видео вот такие вот примитивные термины, просто чтобы мы с вами понятно общались на доступном языке, понятном. Конечно же, нет тотально слабых или тотально сильных. Все это лишь проявление каких-то качеств, и вообще давать оценки это неверно с точки зрения психологии. Но для понимания сейчас, так как мы говорим не про конкретных личностей, а как про образ какой-то, да, я использую такие крайне категоричные вещи. Итого, с сильной женщиной хорошо, под ее боком семья не пропадет, она достаточно стабильна. Почему-то сильные женщины на самом деле не размениваются мужчинами. Бывает, конечно, и такая форма, но мы сейчас говорим про женщину все-таки в отношениях, а не про ту сильную женщину, у которой еще и отношения не получается построить. Там другое домешано, да. Если хотите узнать, задайте мне вопрос, я с радостью сниму тогда видео на эту тему, если пойму, что вам это интересно. Но здесь я мало на самом деле снимаю про проблему одиночества, потому что вроде как канал про отношения. Мне кажется, что смотрят больше те, кто уже в отношениях. Дайте обратную связь какую-то, если она у вас есть. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. Приглашаю вас на свой курс про чувства и эмоции. Потому что все вот эти 3 ярко выраженных типа, что я описала, у них у всех проблема с контактом со своими чувствами. Чтобы не быть ярко выраженным типажом каким-то деструктивным, а быть где-то больше в золотой середине, уметь балансировать на разных частях. И где-то, может быть, проявляясь ярко, сбалансировать как-то так, чтобы положительным чем-то, чтобы в итоге ваши вот такие качельки детские, знаете, которые качаются туда-сюда, чтобы они были где-то в золотой середине. Для этого очень важно быть в контакте со своими чувствами и эмоциями. То есть в самом начале, когда вас начинают плющить в какую-то яркость проявления чего-то негативного, замечать, что происходит внутри вас. Первый тип – женщина меркантильная. Она не в контакте с чувствами, она замороженная, это холодная женщина. Вторая – заботливая. Она не в контакте со своими чувствами. Она не может выдерживать сама себя, не может заметить, что с ней происходит, и переключается на помощь другим. Третий тип – сильная.
она не в контакте с той частью своих чувств, которые она оценивает как слабость. Она не разрешает себе быть условно слабой. Например, у каждой женщины будет разный набор. Например, какой-то нельзя чувствовать сожаление. И она настолько это все блокирует, что это перерастает в ярко выраженную жалость к себе. Но жалость к себе это ведь так ассоциируется со слабостью, и она сама себя внутри как бы бьет, ругает за это, запрещает, не замечает. И еще больше пытается компенсировать это вот этой вот силой, проявление силы в обществе. Да? Я пойду, я сделаю. А сама внутри пинает себя на самом деле. Вот чтобы этого всего не делать, очень важно уметь управлять своими чувствами и эмоциями и уметь с ними справляться. Разобраться в них, узнать, какие вообще есть чувства, зачем они нам нужны и что с ними делать, перестать их бояться. Если хотите подробности про курс, внизу по ссылке можно перейти и почитать. До встречи в следующих видео на этом канале.